Всем привет! Сегодня мы разберем реальную задачу из ОГЭ, из банка ФИПИ. Это задача под номером 20 из второй части. Нам предстоит решить уравнение. Обязательно досмотрите до конца. Там я привожу в пример еще одно уравнение из ОГЭ, которое, я уверен, вы научитесь решать, посмотрев это видео. Итак, будем пошагово преобразовывать наше уравнение, но прежде взглянем на него в целом и наметим план действий. В левой части уравнения видим скобки. Но не спешите их раскрывать. Часто у учеников возникает желание: о, скобки, давайте их раскроем. Также не торопитесь все переносить в одну сторону. Это мы сделаем, но чуть позже. Давайте посмотрим на вторую скобку в левой части уравнения. Х в квадрате плюс 4х плюс 4. Что она вам напоминает? Вы можете сказать: похоже на квадратное уравнение. Но если точнее, это выражение можно упростить через формулу сокращенного умножения, квадрат суммы. А плюс b в квадрате равняется а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Вот такую формулу мы должны знать. Давайте выпишем вторую скобку отдельно для лучшего понимания и применим эту формулу. Х в квадрате плюс 4х плюс 4 равняется. Так, первый а квадрат это х квадрат у нас плюс удвоенное произведение. Вот она двоечка. 2 умноженное опять на х. b у нас будет это двоечка, потому что 4 это 2 в квадрате. Так и запишем. 2 в квадрате. Итак, получается, что мы можем наше х квадрат плюс 4х плюс 4 свернуть как бы вот в такую скобку. Х плюс 2 в квадрате. Вот мы и применили формулу сокращенного умножения. Теперь левую часть уравнения можно записать в таком виде. Х минус 1 умноженное на х плюс 2 в квадрате равняется, правую часть просто перепишем, 4 умножить на х плюс 2. Уже видим, что есть совпадение двух скобок х плюс 2 в левой и правой части. Просто пока зафиксируем это для себя. Теперь перенесем правую часть влево и не забываем поменять знак на противоположный с плюса на минус. Запишем х минус 1. Левую часть просто пока переписываем. И при переносе у нас получается перед четверочкой минус появится. Минус 4 х плюс 2 равно 0. Для наглядности разобьем выражение х плюс 2 в квадрате на две скобки. Запишем х минус 1. Х плюс 2 в квадрате, это значит у нас х плюс 2 умноженное на х плюс 2. Минус 4 умножается на х плюс 2 равно 0. Скобка х плюс 2 является общим множителем. Можем ее вынести за скобку, как бы это странно ни звучало. Выносим х плюс 2 скобку за скобку. Х плюс 2 мы как бы делим на х плюс 2. Остается в скобочках х минус 1 умноженное на х плюс 2 и минус 4. Скобочка закрывается. Равно 0. Теперь в этой большой скобке справа, которая, мы раскроем х минус 1 и х плюс 2 и получим. Как мы раскроем? Мы умножим х на х, потом умножим х на 2, минус 1 умножим на х и минус 1 умножим на 2. Давайте запишем, что получится. Х плюс 2, скобочки открываются, х на х квадрат, плюс х на 2, плюс 2х, минус 1 на х, это минус х, минус 1 на 2, минус 2, минус 4 просто перепишем. Скобочка закрывается, равно 0.
Далее приведем подобные в правой скобке. В этой правой приведем подобные. Что это значит? Мы должны просто посчитать, с чем что можем. Х, 2х квадрат так и останется. 2х и минус х. Мы вычтем 2х минус х. Минус 2 и минус 4 посчитаем. В итоге х плюс 2 умножается на х квадрат плюс х минус 6 равно нулю. Посмотрим на левую часть. Что мы видим? Это произведение двух скобок. А справа 0. Вы знаете, что произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть, либо эта скобочка нам должна равняться нулю, либо эта скобочка равняется нулю. Итак, нам достаточно, чтобы хотя бы одна из них обратилась в ноль. Мы получаем два уравнения. Х плюс 2 равно нулю и х квадрат плюс х минус 6 равно нулю. Сейчас мы решим оба этих уравнения по отдельности. Первое уравнение, сразу можно сказать, что х равняется, перенесем двоечку вправо и получим х равно минус 2. Второе уравнение, вот это, как оно называется? Это квадратное уравнение. Решим его через дискриминант. Напишем формулу дискриминанта. d равняется b в квадрате минус 4ac. Еще формула нам будет нужна нахождение корней. Мы ее сейчас чуть-чуть попозже напишем. Подставляем дискриминант. b у нас равен 1. Это тот коэффициент, который стоит перед x. 1 в квадрате минус 4а это тот коэффициент, который стоит перед x в квадрате. Это тоже единичка. Умножить на 1, можно и не записывать, и умножить на c равное минус 6. Получается на минус 6. Минус на минус даст нам плюс. Итого получается дискриминант равен 25. 25 это, можно сразу написать, это 5 в квадрате. Это нам понадобится. Далее получается, что формула для нахождения корней, вспомним формулу x равняется, вот такая формула, минус b плюс минус корень из дискриминанта, деленное на 2а. Как раз корень из дискриминанта это и есть наша пятерочка. Получаем x1 равняется минус b. Это, так как у нас b, вот оно, это, вспоминаем, это единичка, значит у нас будет минус 1 плюс 5, корень из 25, пятерочка, деленное на 2а. 2а у нас это единичка, поэтому будет просто на 2. И получаем 5 минус 1 сверху. Это 4. 4 деленное на 2 это 2. х2 равняется минус 1. И еще с минусом минус 5 деленное на 2 равняется минус 1 и минус 5 сверху в числителе. Это минус 6. Минус 6 деленное на 2 это минус 3. Итого, ответ уравнения имеет три корня. Это первый корень, это второй корень, это третий корень. Запишем. Х равняется минус 2, х равняется 2 и х равняется минус 3. Спасибо, что досмотрели до конца. А теперь обещанное уравнение, которое также может быть на ОГЭ. Решите уравнение х умноженное, скобочки открываются, х квадрат плюс 6х плюс 9, скобочки закрываются, равняется 4 умноженное, скобочки открываются, х плюс 3, скобочки закрываются. Думаю, если вы просмотрели видео полностью и это уравнение решите без проблем, напишите свой ответ в комментариях. Я обязательно проверю и дам обратную связь. И подписывайтесь, если хотите разбираться в математике уверенно и без стресса.
До встречи в следующем видео.